Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждаются события, которые могут изменить и политику, и общество. Какие реформы затянули во Франции и почему в Берлине считают это предупреждением для Германии? Почему доходы министров снова вызывают вопросы и какие суммы скрываются за официальными цифрами? Что известно о схеме с поддельными сертификатами, открывающими путь к немецкому паспорту? Как Гамбургу удалось ворваться в тройку лидеров по качеству образования и каким это может стать примером для других земель? И почему число иностранных студентов в Германии выросло до рекордных уровней? Обо всем этом прямо сейчас. Оставайтесь до конца, будет интересно. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые, важные и самые последние новости. Итак, в Германии разворачивается дискуссия в ответ на политический кризис во Франции. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, представитель Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет предупреждает, цитата, «То, что происходит во Франции, должно стать для нас тревожным сигналом, если реформы затягивать». По его словам, Франция начала сдвиги, например, реформу пенсионной системы слишком поздно, и каждый раз это вызывало сильное напряжение в обществе. Лашет считает, если Германия действовать начнет вовремя, то у нее есть шанс избежать аналогичной политической нестабильности. Он подчеркнул, что новое коалиционное правительство очень свежо, и от успешных реформ зависит, вернутся ли протестное настроение избирателей. Успех реформ, по мнению Лашета, поможет уменьшить поддержку радикальных партий. С другой стороны, лидер левых Ян ван Акен видит историю Франции как предостережение о другом. Он утверждает, когда правительство рубит социальный сектор, общество становится неуправляемым. По его словам, цитата, «Если маленьких людей будут душить, они начнут сопротивляться, а правые силы только усиливаются». Он настаивает, социальные реформы нужны, но другими методами, без сокращения помощи слабо защищенным. Деньги, по его мнению, надо брать не с бедных, а с очень богатых миллиардеров, обремененных минимумом налогов, которым государство ежегодно списывает миллиарды. Таким образом, политическая реакция Германии на события во Франции столь же сложна, как и ситуация у ее соседа. Для одних это сигнал ускориться с реформами, для других повод переосмыслить направление реформ и отстоять социальную справедливость. А дальше еще интереснее. В Германии, точнее на федеральном уровне, сейчас обсуждают доходы министров и то, как меняется их финансовое положение после ухода с поста. Федеральные министры получают базовую зарплату, напомню, в размере 17 990 евро в месяц. И это только начало. Многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительные надбавки, а ряд министров одновременно являются и депутатами Бундестага, что дает им право на дополнительную компенсацию в размере примерно, внимание, 5941 евро. Еще 4012 евро в виде налоговых льгот на расходы, связанные с работой. В итоге суммарный доход может достигать, внимание, почти 27 944 евро в месяц или до 335 тысяч евро в год. После вычета налогов, но при сохранении льгот на рабочие расходы, чистая выплата составит около 10 500 евро в месяц. Если министр является одновременно депутатом, сумма вырастет до 13 573 евро. Что происходит после ухода с должности? В Германии действуют щедрые пенсионные механизмы для политиков. После 4 лет на посту бывший министр получает примерно 4990 евро в месяц в качестве пенсии. При более короткой службе рассчитывать выплату сложнее, однако предусмотрено и переходное пособие, минимум 81 тысяча евро для тех, кто работал не менее 6 месяцев. Получается, что федеральные министры Германии получают одну из самых высоких зарплат среди государственных служащих, а также привлекательные пенсионные и переходные выплаты. Все это часть широкой дискуссии о прозрачности государственных расходов и справедливости компенсаций для политиков. А теперь новость, которая вызывает обсуждение. В Германии вновь выявили крупную проблему с поддельными сертификатами, которые дают возможность получить немецкий паспорт. Чтобы получить право на проживание или гражданство, иностранцы должны подтвердить знание языка и интеграцию. Но вместо учебы они просто покупают поддельные документы в интернете. Фейковые сертификаты уровней от А1 до С2 и тест «Жизнь в Германии» предлагают на платформах вроде TikTok, обещая готовые бумаги без школы и экзамена. Стоимость подделок варьируется от 750 до 2700 евро и даже включает скидки при заказе для друзей или семьи. Особенно востребованы фальшивые сертификаты от крупнейших провайдеров, включая телки и местные образовательные центры.
Журналисты провели тайные встречи с более чем 40 такими продавцами. Уже через 4 или 5 дней им передавали реалистичные бумажные документы с QR-кодами, ведущими на фальшивую верифицированную страницу. Ответственные службы часто не замечают подделок, это усложняет проверку. Полиции и ведомствах отмечают, уже поступают многочисленные жалобы. В этом году ожидается рекордная волна, связанная с поддельными сертификатами, которые используются при получении гражданства или права на длительное пребывание. По данным федерального ведомства, за последние 5 лет аннулировано 1009 гражданств, а только в этом году около 270 случаев без точной привязки к подделкам. Полиция отмечает, что контроль над ситуацией становится сложнее. Один из сотрудников рассказал, как при случайных проверках находится по несколько сертификатов на одного человека. Причем этот же человек нередко не говорит ни слова по-немецки. Многие заявляют, что могут завтра купить новый документ. Так просто и массово идет торговля подделками. И это еще не все. В Германии, федеральной земле Гамбург, произошло значительное улучшение результатов школьной системы. По итогам рейтинга монитора образования, который ежегодно составляется Институтом немецкой экономики, Гамбург занял почетное 3-е место среди всех 16 федеральных земель. Выше него только Саксония и Бавария, а Бремен снова оказался на последнем месте, что позволило Гамбургу добиться такого успеха. Главное достижение – это разнообразие и охват дневного школьного обучения, отличные показатели по международному образованию и соотношению учеников и учителей. Например, практически всем младшеклассникам 98,8% предоставляются уроки иностранного языка, тогда как в среднем по стране чуть более 50%. Также Гамбург получил высокие оценки за эффективность вложений в образование. Здесь сравнительно высокие материальные расходы на школы и меньшее число педагогов, покидающих работу из-за профессионального выгорания. Школьный сенатор Гамбурга Ксения Беккерис подчеркнула, что 15 лет назад город по итогам тех же замеров занимал лишь 11 место, и этот рывок к вершине очевиден. Она привела в пример 3 ключевые фактора: раннее внедрение полного дня в школах, улучшение навыков чтения и владения английским языком, а также постоянную работу над качеством образования, несмотря на сложные условия, включая быстрый рост числа учеников и рост доли детей с неродным немецким языком. Теперь, кстати, таких 34,6%. Тем не менее, не все показатели безупречны. Гамбург уступает другим землям в области школьного качества, борьбы с образовательной бедностью и ориентации на исследовательскую составляющую. Здесь лишь он на 10-м месте. Беккерис заявила, что правительство намерено продолжать бороться с неравенством в образовании, улучшить переходы от детского сада к школе и от школы к профессии, а также вкладывать в школьные программы и социальную работу. Стратегия включает расширение программы «Стартовые шансы», поддержку социальной работы в школах, развитие инфраструктуры и улучшение качества обучения во второй половине дня. И еще одна важная новость в продолжении образования. В Германии зафиксирован заметный рост иностранных студентов, особенно в текущем учебном году. По предварительным данным Федерального статистического ведомства, число первокурсников в 2024 году впервые превысило 491 тысячу человек. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. При этом рост обеспечен в основном за счет иностранных абитуриентов. Их число увеличилось на 10%, а доля среди всех первокурсников достигла порядка 30%, тогда как 10 лет назад составляла лишь 22%. Также немецкая служба академического обмена, опираясь на данные 200 университетов, оценила число иностранных студентов в Германии в зимние семестры 2024-2025 год примерно в 405 тысяч человек. Рост почти на те же 10% по сравнению с прошлым годом, что стало самым заметным годовым увеличением за последние десятилетия. Кроме того, отчеты фондовых институтов показывают, что иностранные студенты приносят госбюджету Германии значительный финансовый эффект. Согласно исследованиям, расходы государства на их обучение в долгосрочной перспективе окупаются. Каждый выпуск студента из-за рубежа приносит в бюджет примерно в 8 раз больше налогов и сборов, чем изначально было потрачено. Германия усиливает свою привлекательность как страна обучения, растет как приток иностранных студентов, так и их финансовый вклад в экономику. Этот тренд подтверждает рост международного признания немецких вузов и эффективную образовательную политику, направленную на открытость и качество. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.